all have contradictions. У нас у всех противоречия. Елон, по-моему, сказал, что жизнь бессмысленна, не имеет смысла, потому что смысл — это конец. Елон said that life has no sense, because Смысл — это конец, окончание. the sense it is the end. Yes. А с другой стороны, жизнь должна иметь смысл, потому что иначе жить не хочется. And from the other side, life should have a sense, Yes. because otherwise there is no need to life. Сейчас в моей жизни нет смысла, а раньше он был. No sense, she says, and before it was. Поэтому я ищу ответ, как же жить. То ли со смыслом, тогда он мне нужен, то ли в отсутствие смысла. That's why she was looking for how to live with sense or without sense. Was there a time in your life when you felt sense? В твоей жизни был период, когда у тебя Был смысл, да? Yes, there was. What destroyed that? Что разрушило? Разрушила моя привязанность. Okay. И когда изменились обстоятельства, я потеряла... Что я потеряла? Себя. Так что я... Так как я считала собой других людей, Because she was thinking that she is the другие люди. да, другие люди были моим смыслом жизни. Other people were her sense. Yes. So you're not a nihilist, an anarchist. Ты не анархистка. Нет. Thank you. I know it's difficult to discuss, but if I have a small understanding of your situation, maybe my words can help in some way. Спасибо, я поняла, что это непросто. Я подумаю тогда про слова, чтобы они были понятны, имели смысл. Thank you. Меня зовут Ольга. Oh, И мною именно сегодня выбрала любопытство. Ничего. Especially today, so the curiosity was the main factor she decided to have to come. curiosity about what? Вот о чем это. Знаете, тему, которую затронула логотерапия, The topic, the love мне кажется, она интересна, двигает меня, потому что я часто в жизни сложно нахожу решение. Ситуация, проблема бывает у всех. Сложно нахожу решение. И мне показалось, что если этот метод был рожден в таких сложных условиях, то, наверное, он реально полезен. She assumed that when this method was birthed in such difficult situation, maybe it could be of use for others. Thank you. No? I hope I can So, меня зовут Настя, my name is Настя, and I told Carl of our road trip, во время нашего путешествия, да, я рассказала Карлу, что меня затронула тема логотерапии, потому что смысл ключевой здесь. И I'm telling, yes. И то, что было написано в аннотации Татьяны, что Карл работает с умирающими больными, тема интересная и тревожная, и тут как бы мой интерес в том, как внутри терапевта находить вообще силы работать с умирающими, и это вообще что-то такое, вообще как сопровождать человека на пути туда, это страшно, это было интересно, и у меня был опыт, я пыталась устроить
волонтеры на телефон доверия на работу с умирающими людьми не взяли. Вот. Мне как начинающему психологу, конечно, интересно для себя понять, что же со мной не так, почему меня не взяли. Прям недавно, что ли? Ну, это было пару месяцев, там весной, я вам рассказывала. Да. So I told everybody about the topic of logotherapy, the cells, what interested in me, and that you work with people who are dying, Yes. it's also interesting. Часть. So that's all. Для меня пока все. Извините, А, можно? да, Да. да. У меня 8 лет назад выключился организм, я оказалась в реанимации. И мне очень интересно, потому что я не могу решить какие-то ситуации, и мой организм, ну, я решаю ситуации для человека, нет проблем, поэтому мне это очень интересно. Как метод. Что конкретно интересно? Допустим, вы со стороны человека, сопровождающего больного, а у меня ситуация, когда я пытаюсь понять, почему я себя выключаю. She's trying to understand why there was a situation in her life that turned out to be on the verge before the death. Что psychosomatics is prevailing in her life, so it's interesting for I her to tried understand. another type of therapy. Sounds and a lot of. Thank you. It's very interesting. Thank you for being here. Thank you. For me, it's very interesting. Thank you very much. Я Наталья. 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 Мне интересен ты как человек. Natasha says that you, Carl, is interesting for Natalia. Like a person. Why? Мне Татьяна, которая вот Генрик рассказывала о тебе немножко. Татьяна told Natalia about you. I wonder what she said. Что она сказала? Что же это? Интересно, что у тебя такой A lot of interesting. большой опыт и логотерапии, That you have huge experience in logotherapy. и в Америке, и непростой человек. That you are not a simple man in this. I'm not an American. Carl is living 45 years in Japan. Он говорит, я не американец, я 45 лет живу в Знаю, Японии. да. She knows, she knows. Мне бы хотелось вот о тебе больше узнать. She would like to know more about you Как personally. ты дошел вот до How you achieved, дошел до чего? до логотерапии, как стал, есть ли смысл? How you achieved logotherapy? Do you find sense in what? То есть вот этот путь. Your way is interesting. У нас еще вот есть люди. У Гена! нас еще два человека, two persons, are here with us. Гена! Может, они Да, сейчас. Да. Может быть, Да. попробуем? Я Yes, здесь. yes. Gen says, I'm here. Я здесь. Гена, у нас Карл спрашивает такой опросик, кто чего хотел бы от него узнать. Ты что-нибудь скажешь или ты как? Да, конечно же, хотел бы в первую очередь знать, как он определяет понятие смысл и как он его разводит с понятием значения. So the first thing Gena would like to И know. дальше хотел бы узнать, сразу скажу, его концепции, ну скажем, картине мира. Возможно ли познанием человека собственного смысла жизни и совершенства? Собственного смысла жизни Достижение совершенства возможно ли при достижении. Не слышно просто. при жизни? При жизни. Достижение самосовершенствования, как бы совершенства. Да, Возможно ли человеком достижение Слышишь? да, при жизни. Да, слышно, Ген. Да, вот, но если ты не будешь возражать, то я бы побыл за кадром, чтобы Я меня не дергало. буду, да. Хорошо? Хорошо. Ну давай, пока. Ага, спасибо.
So the first thing Gennady would like to clarify is what do you understand by sense? Sense, okay. What do you understand by Or sense? meaning of life. And what is, from your point of view, is the значение, meaning of sense? Yes, what is the meaning? So, Diana, how to say it? Sees two different things. What is from your point of view is sense, and what is from your point of view is meaning of sense. Okay. And there is another third question is Philosophical. yes. Yeah, I will talk to ladies whether I got Gena correctly. Okay, я проверю с вами. То есть вопрос Гены. Возможно ли человеком достижение совершенства при жизни? Да. Да? Да. So Gennady would like to know your opinion, your point of view on his question. Whether do you think it is possible for a man to achieve совершенство, to achieve помощь зала, Что Дима пришел. Дима, привет. Совершенство по-английски как? Таня, совершенство. Perfectness. Within the life. So is it possible? Don't even try. Достичь совершенства при жизни. Да. How to do. Good. So these are three topics which Gennady would like to clarify. У Гены три вопроса, он хочет, чтобы Карл развел, что он понимает под смыслом, что Карл понимает под, как бы вкладывает в значение слова смысл. И мнение Карла на вопрос Гены, возможно ли человеком достижение совершенства при жизни. So is it possible for a man to achieve the perfectness within the life? I don't think so. Okay. So these were the questions of Gennady. The question between sense and meaning may be a problem of language, which is different in Japanese or English or Russian. Возможно, это проблемы, да, языковые, как бы русского языка, английского, русского, английского, японского. And because you are thinking in Russian and I am probably thinking in Потому Japanese, что вы думаете по-русски, я думаю на японском, то есть тут игра слов тоже играет there роль. may be some confusion or failure to directly correspond. Может произойти конфузия, ну или какие-то вот недопонимания. For example, Например. I imagine, I don't know Russian, but I Просто imagine представьте, я представляю. when you say tea, Когда вы говорите чай, what color is tea? какого цвета чай? Белый. Brown or green, Okay, for example, белый или зеленый. Да. well, in Japan, tea is green. В Японии чай зеленый. In Japan, it is green. So, in order to say Russian tea, Чтобы сказать русский we чай, must say black tea. мы должны сказать black tea, So черный tea, чай. the word tea is green. Потому что слово чай в Японии зеленый. In Russian, I imagine, word tea is brown. Но он так думает, что в России чай под чаем, скорее всего, будет подразумевать коричневый, ну, And темно-коричневый you цвет. can say green tea. You can point to green tea Вы by можете сказать adding the word green. зеленый чай, но это будет добавлено как бы словом green. То есть Is it true? тогда уже все поймут, что это зеленый чай. Вам So- нужно будет добавить это слово зеленый. How do you say tea in Russian? Just tea. Tea, okay. So Just tea. the word tea and Japanese cha are as close as we can come. Ну, и слово чай и ча Ча. в Японии чай, они очень близки. But they're not the same. Но это не одно и то же. Это разные вещи. Second case. Второй момент. We take a group of completely bilingual Japanese English people in San Francisco. У нас есть группа людей двуязычных в Сан-Франциско, которые по-английски говорят и по-японски. They understand both languages Они понимают completely. два языка Like me. прекрасно.
как я, например. The Japanese word for marriage Японское слово свадьба, для слова свадьба. and the English word for marriage, И we английское ask, слово. what do you imagine when you hear this word? Мы спрашиваем, что вы себе представляете, когда вы слышите эти слова? When you hear Japanese marriage, people make a list of first impression, second impression, third impression. Когда мы спрашиваем, люди делают список первого впечатления, второго впечатления, третьего впечатления. In Japanese, it's family, parents, children, relationship, contract. В Японии это семья, дети, бабушки, дедушки, контракт. It's Japanese marriage. Это японская свадьба. То, что японец понимает под словом свадьба. Какой у него ассоциативный ряд? The same person Та же самая asked English персона, marriage, да, говорит, что English marriage, love, romance, sex, любовь, Honeymoon. романтика, секс, медовый месяц. So, Yes, we agree. so marriage and kekkon, in Japanese marriage, are the closest possible words, Очень близкие слова, marriage, и вот это тоже слово на японском. but the understanding of these words Но is completely different. понимание слов абсолютно разное. So when we talk, even tea or marriage are this different. Когда мы говорим даже чай и даже вот свадьба, совершенно Much разные more вещи. when we talk about sense or meaning, we cannot even see their conceptions. Окей. Поэтому, когда мы Окей. говорим о смысле, о Да. значении, Ага. это разные могут быть Настя, концепции. вот то, что он сейчас рассказывал, это что, значение или смысл слов? В английском нет. Я не тебе спрошу. What Переведите, you were пожалуйста. talking about right now, it was the sense or meaning of the words. Мгм. What you were talking right now. You understand? No. Может, по-другому спросишь? Понятно. Давай так. Тогда я. То, что он рассказывал, это значение слов. Natasha says that what you were talking То, что about, я it слышала. is the meaning of the Oh, words. okay, okay. Yeah. And есть смысл. But there is the sense Yes. of the words. Слов. Нет, А не слов, а. Есть смысл. But there is a sense. Yes. There is a sense. Это другое. There are two different things. Это не Sense. то, что он рассказывал сейчас. You mean feeling sense? Ты имеешь в виду чувство? Вот он же занимается логотерапией. Да. Как логотерапия, там же смысл. Может, он другое слово использует? Сейчас я спрашиваю. Узнаю, может, Как это в логотерапии понимает, что понимается под смыслом, да? Да. So maybe you could tell us in logotherapy, what is understand under sense? I seldom use the word. Стульчик возьми. Sorry? I don't often use the word sense. Он не использует часто слово sense. Он когда-нибудь использует? But have you ever used it? We say, make sense. Он говорит, мы иногда говорим, имеет смысл что-то. Or, I sense something means I feel what I don't know. Он говорит, либо Intuition. Просто чувствую, не знаю. Сейчас странно он сказал, I sense something. You told I sense something, but I don't Алло, know. Михаил. Not feel, but sense. It's, in that case, sense is very close to It's feel. very, now я поняла, то есть он хотел сказать, что иногда он использует слово Right. смысл как замена даже слова чувства, да? Как я поняла. So, but this sense and meaning question is a language question. It's a philosophical question. Карл говорит о том, что это языковая проблема. Как бы развести вот эти два понятия, смысл и значение. Мы пытаемся просто, I will tell, Николай, yes, what you are talking about. Short introduction. Геннадий задал вопрос,
Карлу о том, что Карл подразумевает под словом «смысл» и под словом «значение». Значение этих двух слов. Да, и мы пытаемся вот это вот выяснить. И очень сложно Карл говорит, потому что логотерапия, то, о чем мы говорим, да, это как бы вот там, она призывает найти смысл. Вроде как. Вроде как, да. А как вы договорились на английском смысл значения? Вот мне кажется. Значение meaning. Я так перевела. Закончил Разделение. разговор, могу уступить? А ты с кем хочешь разговаривать? С Карлом? Да, мы просто, Нет, да, мы это еще был не круг, закончили. это был круг, вот это гений вопрос, да, за ним хорошо. Так я вспомнил, So, что I Франко just писал told немецкий. Nikolai that because he is a new person, so Yes. I introduced the topic of our discussion, that we are trying to understand what you understand by word sense and by the meaning. But for me, a philosophical discussion Да. or Философская linguistic да. discussion Лингвистическая дискуссия becomes very useless, может in- стать бесполезной, especially in a cross-cultural situation. особенно в кросс-культурной ситуации. It will become a discussion of conceptions that don't solve problems. Дискуссии, концепции, а не как бы, да. But experience is more universal. А опыт Experience, более универсальный. experience of loss of meaning, Это может быть опыт experience большого of количества значений. separation. Минимум. Лосов, потеря значения. Лосов. Ну, да. Все, Николай, передаю вам слово. Да нет, нормально Я говорите. уже и так стесняюсь. Я лучше не скажу. Or experience of death, experience of suffering, Это может быть опыт Experience смерти, of- опыт страдания, frustration and confusion. These experiences cross cultures. Every human feels such situation. любой человек переживает такие So ситуации. if we talk about experience, I think it's easier to understand each other. Если мы говорим об опыте переживания, нам будет легче понимать друг друга. Ну, то есть не о смысле мы будем говорить. So we will not talk about sense. Let's save this. If we finish the other topics, So Carl, do I understand you correctly that you suggest to talk about sense but not about the meaning? I w- Or how? Because the topic are these very similar in Russian? In- смысл, no. what's the Russian? Николай, может, вы попробуйте? What's the Russian understanding of these words? Sense and meaning. Yeah. So as we currently define them, well, at least Please. in Russian. Please. So the sense, we say that it's, or at least as I understand it, something deeper meaning of the what goes on. So the most deep, meanings of something. The sense of life, for Sense of example. life, Oh. yes. The sense of life. Something that goes really Meaning under. of meaning. Because what is On the the bottom, logotherapy yeah. about? It is about sense. Oh, correct? Or if, but maybe we just define not the correct words. It could be also, yeah, maybe Yes. they should be changed one, Well. replaced one by another. I don't know. One minute. Переведи, пожалуйста. Что ты сказал, Нет, я просто, мы сейчас, он попросил у нас, мы сейчас пытаемся по терминам, что сенс, если смысл, я сказал, что смысл это некая, глубина. А вас как зовут? Настя. Настя сказала, что это вот там смысл жизни, то есть вот такие понятия. Мы Вот, пытаемся разграничить, да, вот объяснить Вот Карлу, первое я как сейчас у нас объясню. в русском языке, да, Да, смысл и значение, чем они отличаются. Viktor Frankl is not the Bible, so I don't depend on Frankl. But in Frankl's English books, he uses the word meaning for the deepest dimension. Ну вот, то есть, что в своих трудах Франкл использует слово meaning, которое мы думали как раз значение, как наиболее глубокое понятие. Поэтому, скорее всего, meaning это все-таки смысл. То есть, А sense значение? это
скорее всего. Это ближе к чувству. Frankel wrote his book in German. German. And German language, like in Russian, Yes. has two different words. Yes. Well, we have, in English, we have meaning, purpose, sense, many words. And I don't know if the German to English translation is correct. And I don't know how the German word or English word or Russian word are close or distant, which is why I say it's probably not productive, not fruitful to discuss the language too much. But Ну, вот говоришь, что и в английском есть несколько слов, которые обозначают, то есть, например, Франкл выбрал meaning, да, мог какое-нибудь другое слово выбрать. И Совсем считает... он сказал, что при переводе с немецкого на английский, что он читал на английском, а при переводе с немецкого на английского он не уверен, что перевели правильно, поэтому не может точно сказать, что там Франкл имел в виду, где и как. Ну, это тоже он сказал, да. И что как бы нет большого смысла разговаривать про именно термины. Если нет большого смысла, может он скажет, что такое смысл? В его понимании, не Франкла. So what you understand under meaning? So without going too deep into the definitions, yes. in tonight's discussion, allow me to use the word meaning, as you were saying, sense, as the deep ground. And in English, in this week conference of logotherapy, we use the word purpose for superficial or temporary object. Окей. Ну, в общем, ну, про смысл как раз сказал, то, что это вот meaning, но он сейчас повторил наши слова, что что-то такое глубокое, что-то такое вот изначальное. For example, Я не понял. Ну, что-то определено. Example. I want to commute to work by using a car. So my purpose is to commute, to travel, and the car becomes the tool. And by using the car, I achieve the purpose of going to work. And I need the purpose to choose a car instead of a boat or a bicycle or something else. But the purpose of going to work is not the meaning of work, the meaning of going. Maybe for me, going to work itself has no deep meaning. It's just an activity with some purpose, some target. Тут разграничил, как он понимает эти. Ну да, видите? Он говорит, что в его понимании, он как бы под словом meaning, он просто все еще продолжает эту тему. Это более глубокое, вот то, что мы понимаем под значением. А purpose это как средство больше, правильно? Ой, под смыслом, да. The purpose is more. Да. Meaning это смысл, это более глубокое. Purpose, ну, да, более внешне. Да, то, что помогает достичь вот этого вот. Он просто привел пример, что если человек собирался поехать на работу, да, то как бы вот эта машина, она была бы как бы вот purpose. Это вообще-то обычно с английского переводится как средство. Причина, да. Purpose вообще конкретно. Да. Перевод Мне причина. кажется, слова английские. Ну, суть просто, Да, да. английские слова очень хорошо в контексте идут. И если мы начнем тему, нет, это интересно, именно в контексте. У нас будет обрамление словами. I'm about water в контексте. Да, это we're talking about purpose. Понимаешь, он сейчас будет говорить, оказалось, что его слова Я думаю, другое значение. Я думаю, сейчас мы разобрались. поймем, но если послушать как бы контекст, в котором будут слова использованы, сразу поймем. Ну вот он и какие говорит о том, использует. что под словом. Потому что мы не сможем к своим русским словам